В истории авиации были такие самолеты, на которые смотришь и не понимаешь, как такое может лететь. И речь не только о первых летательных аппаратах. Мы отобрали самые забавные. Надувной самолет. В 1955 году американская армия заказ на проект надувного спасательного самолета. Аэроплан должен был сбрасываться на землю при помощи парашюта в жестком контейнере и по приземлении надуваться в течение нескольких минут. Существовало две модификации надувных самолетов, одноместная и двухместная. Они различались скоростью 116 и 110 км в час, дальностью полета 640 и 443 км и некоторыми другими характеристиками. Первый полет состоялся в 1956 года. Было выпущено 12 таких самолетов. Во время одного из испытательных полетов произошла авария, в результате которой погиб пилот. Проект оказался нерентабельным и небезопасным. В 1973 году его закрыли. Гоблин. В 1941 году перед США встала задача по созданию сверхдальнего бомбардировщика, который мог бы достичь территории противника, а после выполнения боевой задачи вернуться обратно. Тогда дозаправщиков не было, и чтобы решить задачу, в 1946 году был создан самолет Мздонилх-85 «Гоблин», который помещался внутрь бомбардировщика Цинваир-36. Истребитель, который мог выпускаться наружу через бомботсек, а после отражения атаки он ловился на сложную конструкцию и затягивался обратно в бомбардировщик. Самолет прошел через ряд испытательных полетов, в ходе которых выяснилось, что узлы крепления ненадежны, а стыковка с самолетом-носителем крайне сложна. За форму его прозвали также самолет-яйцо, но после изобретения системы дозаправки в воздухе надобность в нем пропала. Летающая ванная. Самолеты без крыльев понадобились НАСА в связи с желанием создать управляемую капсулу для возвращения астронавтов на Землю. Была выявлена оптимальная форма для таких челноков — неправильный конус. Внешние аппараты были похожи на ваны. Было создано 5 проектов НАСА, они были похожи друг на друга. За 3 года испытаний было произведено более 400 подъемов аппаратов с Земли и около 80 полетов за самолетами. С началом проекта «Шаттл» надобность в этих мини-челноках отпала. Самолет-вертолет. А этот Boeing Vertol-2 можно назвать смесью самолета и вертолета. Его крылья вращаются. Самолет может взлетать вертикально и зависать в воздухе, как вертолет. Был разработан в 1957 году и передан в исследовательский центр НАСА. Беременная Гуппи. Этот самолет также возник под нужды космической программы США. НАСА требовалось судно для строительства космодрома на мысе Канаверал и доставки на него частей ракет. В обычные самолеты они не помещались. Проект более вместительного транспортника было поручено разработать Боингу. Так появился самолет Boeing 377. Грузоподъемность нового самолета доходила до 26 тонн. Белуга. А этот самолет — развитие проекта беременная Гуппи и Airbus A310 Белуга. Производитель сделал его для себя, чтобы транспортировать части самолетов с одного завода на другой. Имя Белуга происходит от формы корпуса самолета, который напоминает кита-белуху. При полной загрузке 47 тонн дальность полета достигает около 1700 километров. При половинной загрузке 26 тонн дальность полета увеличивается до 4600 километров. Всего были введены в эксплуатацию 5 экземпляров таких самолетов. Летающий блинчик. А этот легендарный самолет Воухт-173, созданный инженером из Америки Чарльзом Циммерманом. Его еще называли летающим блинчиком за необычный внешний вид. Он обладал отличными летными свойствами и стал один из первых аппаратов для вертикальных взлета и посадки. Самолет-турбина. Самолет-турбина немецкого авиаконструктора Александра Лепеша был испытан в 1972 году. Предполагалось, что этот беспилотник будет использоваться для разведки. Несмотря на успешность, проект так и не был поставлен в серию. Бундесвер потерял к нему интерес после решения использовать для разведки пилотируемые самолеты. Каспийский монстр. Экспериментальный экраноплан, разработанный в конструкторском бюро Алексеева, носил название «Корабль-макет» или сокращенно КМ. Иногда эту аббревиатуру расшифровывали как «Каспийский монстр». Размах крыла составлял 37 метров, а длина – 92 метра. 15 лет этот самолет испытывали, но в 1980 году он потерпел крушение из-за ошибки пилота. Обошлось без жертв, но восстанавливать КМ не стали. Лунный плот. А это модуль для высадки на Луну. Он был разработан в 1964 году и способен выполнять вертикальную посадку и взлет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.